Поединок в Сьерре. Виктор Волков любил американский Запад за то, что он был достаточно велик, чтобы поглотить прошлое человека. После 15 лет службы в российском спецназе тишина дальних рейсов стала его убежищем. Он не скучал по адреналину. Он скучал по тому человеку, которым был до того, как стал бойцом. Снежный шторм обрушился на Сьерру-Неваду с неистовой силой. Грузовик Виктора застонал, когда он прижался к обочине 88-го шоссе. Огромная сосна, отяжелевшая от мокрого снега, свалилась под порывом ветра, перегородив узкий перевал. Впереди него серебристый седан уткнулся носом в сугроб возле дороги. Около водительской двери стояла молодая женщина с растерянным видом. Виктор выбрался из кабины. Холод впился в него сквозь фланелевую рубашку. «Вы в порядке?» – окликнул он ее. В его английском все еще был заметен русский акцент. «Я в норме, просто застряла!» – крикнула она в ответ. Она была молода, лет 30, в слишком тонком для калифорнийской метели пальто. Ее глаза постоянно косились на зеркало заднего вида. Не на поваленное дерево, на дорогу позади нее. «Я помогу», — сказал Виктор. «Сначала попробую расчистить путь». Он вытянул тяжелый стальной трос из лебедки грузовика, таща его через сугроб, потом накинул крюк на толстый сук поваленной сосны, который удерживал на себе целую гору снега. Вернулся в кабину и включил лебедку. Трос натянулся, гудя от напряжения, но дерево только чуть приподнялось, вися на тросе. «Нет, не идет», — сказал Виктор, снова выходя из машины. «Слишком тяжелая. Попробую буксировочную цепь». «Спасибо. Я Сара», — произнесла она дрожащим голосом. Руку она не протянула, сжимала сумочку. Прежде чем Виктор успел потянуться за цепью, два луча фар прорезали пелену снега. Черный джип подкатил с хищной плавностью. Из него вышел мужчина. Он выглядел так, будто ему место в совете директоров, а не на горном перевале. Дорогое шерстяное пальто, кожаные перчатки и холодная улыбка. «Сара, слава богу», — сказал мужчина теплым, властным тоном. «Я же говорил тебе, что GPS в такую погоду ненадежен». Сара замерла. Краска сошла с ее лица, сделав его белым, как снег Сьерры. «Сайлос!» – прошептала она. Она сделала полшага к Виктору, инстинктивно используя массивного русского как щит. «Вы кто такой?» – спросил Сайлос, обращаясь к Виктору. Вежливость была лишь тонкой вуалью, скрывающей недружелюбие. «Просто водитель», – ответил Виктор, чувствуя, как напрягаются мышцы. Он знал этот тон. Опасность. Вот что он означал. «Дорога закрыта. Ждем снегоуборщика». «Вообще-то, — сказал Сайлос, подходя ближе, — мы с Сарой уже уезжаем. Она просто свернула не туда. Сара, дорогая, садись в машину. Давай не будем беспокоить джентльмена». «Я с тобой не поеду». Голос Сары обрел хрупкую силу. Она посмотрела на Виктора. «Пожалуйста, не позволяйте ему». Воздух стал наэлектризованным. Виктор почувствовал адреналин. Вход в красную зону. Он взглянул на перчатки Сайлоса. Чистые. Слишком чистые. А то, как мужчина стоял, балансируя на носках, сказала Виктору все, что ему нужно было знать. Внезапно сквозь деревья промелькнули сине-красные огни. Патрульный внедорожник медленно подполз с противоположной стороны, остановившись по ту сторону завала. Офицер полиции, мужчина лет 50, с усталым лицом, вышел наружу. «Добрый вечер, офицер Миллер!» – крикнул полисмен, перекрывая ветер. «Никто никуда сегодня не едет. Команда из долины будет через 2 часа. Все живо в мою машину или в кабину грузовика». Сайлос даже не моргнул. Он полез в пальто. И на секунду Виктору показалось, что он тянется за оружием. Но вместо этого тот достал значок.
Золотой знак частного детектива. «Офицер, я рад, что вы здесь», – громко сказал Сайлос. «Я Сайлос Торн. У меня есть судебный ордер на возвращение этой женщины. Она ключевой свидетель в федеральном деле, и сейчас у нее нервный срыв». «Он лжет!» – вскрикнула Сара. «Он не коп. Он...» «Молчать, Сара!» – рявкнул Сайлос. Маска вежливости соскользнула на долю секунды. Злоба под ней была достаточно холодной для того, чтобы кровь застыла в жилах. Офицер Миллер выглядел растерянным, щурясь от снега. «Торн, назад! Мисс, оставайтесь на месте. Я перелезу через дерево». Когда Миллер начал карабкаться по поваленной сосне, Виктор заметил движение. Сайлос смотрел не на офицера. Он смотрел на сумку Сары, а его рука скользнула к пояснице. «Офицер, стойте!» – крикнул Виктор. Все произошло мгновенно. Сайлос выхватил пистолет с глушителем. Пух! Пух! 2 пули попали Миллеру в грудь. Офицер повалился назад с бревна, и его тело исчезло в глубоком сугробе. Сара закричала. Сайлос наставил оружие на Виктора. «Лучше бы ты оставался в кабине, Иван». Но Виктор больше не был водителем грузовика. Он снова стал бойцом спецназа. Он нырнул за двигатель седана Сары в тот самый момент, когда пуля разнесла окно. «Сара, ложись!» – крикнул он. Он полез в карман. У него не было пистолета. Правила досрочного освобождения для иммигрантов были строгими, но у него был тяжелый стальной ключ. «Мне нужен только диск, Сара!» – крикнул Сайлос. Его голос снова стал спокойным. «Отдай диск из сумки, и русский останется жив. Иначе я похороню вас обоих. Останетесь тут до весенней оттепели». Виктор взглянул на Сару. Она сжалась у колеса, вцепившись в сумку. «Это правда?» – прошепел он. «У тебя что-то есть?» «Доказательства», – всхлипнула она. «Против его боссов. Они убили моего брата. У меня банковские выписки». Виктор кивнул. Он посмотрел на тяжелый снег, скопившийся на крыше грузовика. Посмотрел на натянутый трос лебедки. В голове сложился план. «Сайлос!» – крикнул Виктор. «Я выхожу. У меня нет пушки. Я просто рабочий». «Умный человек», – отозвался Сайлос. Виктор медленно поднялся с поднятыми руками. Он стоял у передней части своего огромного грузовика. Сайлос был в 10 метрах, целясь Виктору прямо в сердце. «Девчонка отдает сумку, и я ухожу?» – спросил Виктор, следя за пальцем Сайлоса на спусковом крючке. «Даю слово», – солгал Сайлос. «В моей стране», – сказал Виктор, и мрачная улыбка коснулась его губ. «Говорят, что слово – серебро, а молчание – золото». Он рванул тяжелый металлический рычаг на шасси грузовика. Ручной сброс лебедки. Натяжение троса, на котором полувисело поваленное дерево, превратило его в хлыст. Огромная сосна рухнула обратно в первоначальное положение. Целая тонна снега и льда сорвалась с дерева, обрушившись прямо на Сайлоса и его джип. Сайлос увернулся, но масса снега сбила его с ног. Пистолет отлетел в сугроб. Виктор не ждал. Он рванулся с быстротой, не соответствующей его возрасту. Он сбил Сайлоса в снег. Они покатились в хаотичный клубок. Сайлос профессионально ударил Виктора под дых. Виктор почувствовал боль, но не остановился. Он перехватил горло Сайлоса одной рукой, а другой применил стальной ключ. Дзынь. Ключ встретился с виском Сайлоса. Тот обмяк. Тишина вернулась на перевал, если не считать воя ветра. Виктор поднялся, тяжело дыша и держась за бок. Сара выползла из-за машины, вся дрожа. «Он жив?» «Жив», – прохрипел Виктор. «Но голова у него будет болеть очень долго». Он повернулся к бревну. «Помоги мне с офицером. На нем жилет. Я видел, как пули срикошетили».
Вместе они вытащили офицера Миллера из снега. Он был в синяках и хрипел. Керамические пластины жилета треснули, но он был жив. Он посмотрел на Виктора, затем на потерявшего сознание киллера. «Ну и ну! Отличный из тебя водитель, сынок!» – прохрипел Миллер. Виктор посмотрел на снег, который уже начал заметать следы борьбы. Он чувствовал боль в ребрах. «Я был водителем», – сказал Виктор, помогая Саре подняться. «А сегодня я был просто человеком, который не любит подонков». Когда вдалеке по перевалу эхом разнесся звук сирены снегоуборщика, Сара посмотрела на Виктора. «Что теперь?» Виктор полез в кабину за аптечкой. «Теперь, — сказал он, — ждем рассвета и снегоуборщика. Рассвет всегда приходит, рано или поздно».